Всем добрый день. Итак, дорогие друзья, как бы мне ни хотелось, но приходится время от времени снимать про одну и ту же тему. А тема такая. Как до меня достучаться, как записаться. Я вас понимаю, поверьте мне, я действительно искренне понимаю людей, потому что сейчас очень много всякого шушера. Не хочется обмануться, хочется к настоящему мастеру. Все понятно. Но я тоже вам 1000 раз уже говорила, что ко мне должны прийти люди с очень тяжелой ситуацией. Я понимаю людей, которые считают, что своя ситуация самая сложная, как говорят, своя рубашка ближе к телу. Но еще раз вам повторяю, я вам подарила столько работ именно для того, чтобы вы сумели себе помочь сами в некоторых ситуациях, которые не так сложны. Я знала, что придет время, когда меня просто будут атаковать по несколько тысяч человек в день. Это еще не предел. Я уже в последнее время, если честно, я боюсь вообще снять, показать работу на картах. Я боюсь в последнее время темы ясновидения открыть. Я боюсь, реально. Я знаю, что после этого у меня с утра до ночи, с ночи до утра будет звонить телефон, будут СМС, беспардонно причем. Вчера просто блокирую, без разговоров. А у меня уже сил нет объяснять. И не хочу. Как говорят, нет ни желания, ни силы кому-то что-то доказывать. Потому что об этом 100 раз сказано. Человек пишет: погадайте мне, вот мне нужно ваше гадание. Я говорю: изучите, пожалуйста, мой канал, чтобы знать, как ко мне обращаться и что. И человек мне пишет: у меня нет времени, желания ничего изучать. Я говорю: тогда пошла нахер. Все, кинула в черный список. Осуждайте меня, говорите, что я хамка. Вы только прислушайтесь, что это за слова вообще. У меня нет ни времени, ни желания изучать. Ну тогда ты дура, потому что ты идешь платить свои деньги человеку, которого ты даже не изучила. Непонятно, кто я. Может, я нормальный человек, может, я не совсем. Понимаете, вы потом приходите и плачетесь, вот вам там сказали, тут обманули. Да потому что вы сами курицы. Вот вас и обманывают. Человека разумного никто не обманет. Тебе человек честно говорит: я не взяла его в обороты. Ой, ты моя хорошая, давай посмотрим, что у тебя за порча, как ты, у тебя чего. Я сказала: изучите мой канал, пожалуйста. Изучите, и сами поймете, ко мне вам надо или нет, и поймете, как обращаться и прочее. Может, сами себе поможете, уже и платить не нужно за это. Я к вам всей душой. Знаете, грузины говорят: я на твою сторону повернусь, а ты на сторону чертей. Вот я тебе говорю, как человек, изучи, посмотри, надо ли тебе. Может, ты сама сможешь сделать, и у тебя получится. И не придется тебе прийти и платить за эту работу. А ты говоришь: а мне нет ни желания, ни времени изучать. Ну тогда иди плати всем подряд. Вон сколько таких дур пошли по этим частным клиникам делать пластические какие-то операции. У них не было ни желания, ни времени изучать. Они просто побежали делать себе операции. Искалечили, превратились непонятно во что, в куски мяса. Тут вынужденно приходится идти на операцию и потом восстанавливать себя, потом приводить себя в порядок, морально, физически вернуться к жизни. А здесь здоровая баба пошла, себя разрезала и идет. А почему? Потому что нет, вот точно так же. Нет ни желания, ни времени изучать. Давайте сделайте. Пожалуйста. Если ты так легкомысленно относишься к своей жизни, то кто будет думать о тебе, кроме тебя самой? Посмотрите мне, пожалуйста. Я в последнее время боюсь выставлять и благодарности. Вот мне ролики есть целые тоже сделали ребята, и там очень много
писем людей, смс людей. Их сотни, я не смогу их все выставить. Это действительно надо отдельный канал открывать, мне уже предлагали. Вы знаете, есть люди, которые боятся это показать. Ну, может быть, не хотят, чтобы знакомые, родственники вообще знали. Я их понимаю. Не всем хочется свою личную жизнь как бы показывать. И как вы заметили, я всегда вырезаю сверху номер телефона. Потому что есть очень много конченых личностей, которые могут просто звонить этим людям, говорить гадости от зависти, от злости. Потому что есть люди, которым я отказала, и они способны на все. Не каждый человек понимает, что ему не ко мне, что ему либо рано ко мне, либо он сам может справиться. Вы хотите, чтобы я брала деньги за каждую мелочь? Я могу это сделать. Но я слишком честный и порядочный человек, чтобы так поступать. Поэтому, когда я вижу, что у человека незначительная проблема, что всего-то дело в его неправильном понимании мира и жизни, я говорю, изучите мой канал, изучите эти темы. Вы сами сможете себе помочь в этом вопросе. Это не тот вопрос, на который я должна тратить свое время. Либо приходят люди, вот помогите, чтобы мне квартиру дали в Москве, чтобы мужики там меня любили, чтобы у меня там красота была, помогите мне вот это, я хочу вот то сделать, я хочу похудеть, я хочу сюда, я хочу сюда. И вот целый список товаров и услуг. И я говорю, вы знаете, вам не ко мне. А кому? Я говорю, вам надо к Иисусу Христу сразу напрямую. Вы что, издеваетесь? Я говорю, нет, я говорю правду. Потому что я чудеса не творю. Чудеса не мой профиль. Взять вот так вот, раз, и у тебя квартира в Москве. Раз, и у тебя вот это в Москве. Понимаете, магия – это законы мироздания. Для того, чтобы мироздание тебе помогало, ты должна это заслуживать. Ты должна свою духовную планку поднять. Я понимаю, что я для многих людей сейчас говорю какую-то ахинею. Что за духовная планка? О чем вообще речь? Там бери и делай, чтобы у меня квартира была, и все тут. Дорогие друзья, если человек хочет встретить настоящую любовь, он должен эту любовь заслуживать. Он должен пройти много испытаний в жизни, он должен и обманываться, и он должен в сравнении познать настоящую любовь и фальшивые чувства. Много чего он должен пройти, чтобы потом сказать, да, вот я сейчас счастлива, меня любят, и я люблю. Это надо заслуживать. Это заслуженное, понимаете, выстраданное чувство. Если человек приходит ко мне, говорит, я хочу любовь вот получить, я говорю, сколько вам лет? Вам наверняка 20 с чем-то лет. Да, так вот, в 20 лет с чем-то ты еще не совсем осознаешь эту любовь. 1 на миллион людей, которые слишком зрелые, там, их очень мало, могут в 20 лет, там, даже в 15 лет понять и оценить любовь. Но тебе еще слишком мало лет, чтобы я тебе сказала, вот я тебе сейчас вызову любовь, и все будет хорошо. Ты это не поймешь. Ты еще не прошла какие-то испытания в жизни, чтобы понять. Ученые доказали, что материнство вообще понимает женщина после 25 лет. Что раньше этого рожать и не стоит. А у нас говорят старородящие. Меня так назвали. Я родила в 23 с чем-то, вот ближе к 24. Меня обозвали старородящей. То есть я должна была родить 14 лет. Это нормально. Но зато эта старородящая прекрасно понимала, осознавала свое материнство. Всю ночь ухаживала за ребенком, когда другие храпели и дрыхли. И не понимали, как себя вести, что делать. Потому что я практически воспитала своих племянников. И я знала, как вообще, как это все происходит. Я была уже опытная мать. И я поняла, как, видите, я построила правильные отношения с сыном и так далее. Родила бы я в 15 лет, я не знаю, смогла бы я справиться с этим всем. Потому что это ответственность, это груз. Это не один день порадоваться, это уже на всю жизнь, это твой ребенок. То есть многое зависит от вашего мировоззрения, от неправильного понимания. И я уже боюсь выставить чью-нибудь радость, чей-нибудь результат. Почему? Потому что внизу сразу будут писать. Я когда сказала про шумы человека, которые исчезли, это очень тяжкий труд, это демонические звуки, это
голоса демонов, которые много лет мучили человека, просто до сумасшествия доводили. Человек не мог ни работать, ни жить, ни любить, ничего. Он боялся выходить на улицу, он боялся, что его за сумасшедшего примут. Вот пришло время, и все ушло. Я там написала, всего-то надо потерпеть. И все получится. Вот мне внизу комментарий. А сколько терпеть? Вот в чем вопрос. Да нисколько не терпеть. Вот сколько положено чистка, столько и терпеть. 3 месяца. А там не терпели 3 месяца, там 1,5 месяца с чем-то ушло. Зачем вы лезете со своими комментариями? Кто вас просит вообще? И вот тут же, помогите мне, торговля не так пошла. Помогите мне, нам тоже откройте дороги судьбы. У меня сыновья на работу не могут устроиться. Помогите мне топом. Дорогие люди, где вам помочь? Прямо под темой. Вы поймите одну вещь, пожалуйста. Если выставляю я чью-то радость, просто хочу с вами поделиться, чтобы вы поняли, что это реально и это может случиться, что надо просто стремиться действительно либо перетерпеть какой-то момент, потому что у многих сейчас чистка, вот я работаю с этими людьми, им нелегко дается, либо, то есть это стимулирует человека и дает понять, что у тебя тоже может все быть хорошо. Надо просто перетерпеть этот момент и не сломаться, не сдаваться. Для этого, а так мне нет нужды. Как видите, я уже меньше начала показывать, потому что вижу, что неадекватных людей очень много стало. И вот вы пишете, помогите мне, у меня торговля не так пошла. Вы сравниваете торговлю, которая не так пошла, с звуками в голове человека, с одержимостью. Вы считаете, что это одна и та же беда? Потом, не так пошла торговля. Почему вы считаете, что обязательно какое-то вмешательство? Может, вы не тот товар привозите, а может, уже рынок перенасыщенный, знаете. Потом рядом иногда строят огромные торговые центры, и ваши вот эти уже как бы лавочки неинтересны людям. Там идти погулять можно, кафе зайти. Вы думаете, для чего это все? Это индустрия, это бизнес. Понимаете, это все, как вам сказать, маркетинг называется, по-разному. В общем, люди специально это делают, чтобы ты пошел туда, погулял, зашел в кафе, купил что-нибудь там, я не знаю, и поесть, что-нибудь и одеться. И вот посмотрел, там что-то сверкает. Это же заманивает. Люди же все это покупают, приходят домой, потом думают, нахрена мне это надо было вообще? А там музыка приятная, ты ходишь, расслабляешься. А тут вот раз и что-то попало в глаза, дай возьму. И вот это возьму, то возьму. 20-30 тысяч улетели. Приходишь и говоришь, твою мать, и зачем мне это все это барахло надо? Куда мне сейчас это деть? Но ты уже купила. Это определенная замануха, можно сказать. Вот они умеют это делать. И вот люди, которые туда ходят уже не добираются до ваших, вот, скажем, торговых точек. Воспринимайте это как какой-то, знаете, новый этап. Привезите новый товар, изучите этот рынок, как можно что делать, чтобы по-другому теперь, раз уж это не получается, что-то другое, чего меньше там, что больше спросом пользуется. Вот и все. И проблема ваша решится. И дело здесь не в порчах и не в проклятиях, понимаете? Я говорю, ко мне приехала вонючая туша, 19 лет. Извините, что я так говорю, потому что, ну, это реально так. Сальные волосы, огромная баба под 200 килограмм. 19 лет выглядит, как, я не знаю, как 70-летняя бабка. Грязные волосы, накрашенное лицо вот а-ля 80-х, вот эти блестки на глазах, которые уже 500 лет никто не красит. И вообще они смотрятся, как будто глаза, не буду сейчас это слово, нездоровые, ладно. Потому что когда мажут впереди вот это вот блестяшки, ощущение, что там, ну грязь. И вот сидит, значит, неухоженные ногти, грязь под ногтями, такая. И неприятный запах, жутко неприятный запах. Я даже открыла окно, проветрил. И говорит, вот, вроде бы сама и работаю, и магазин есть, и все есть. И вот это самое... И вот что я не говорю, она, да я знаю, да это же я знаю, да это же я уже знаю же. И так далее. Вот не дает рот открыть. И, значит, то я знаю, и это и так знаю.
Я пытаюсь ей объяснить, что дело не в венце безбрачия. Она ходит по всяким бабкам, ей говорят венец безбрачия, который придуман на самом деле несуществующая вещь. Я об этом уже снимала, может, еще раз ему объясню. И я говорю, девушка, у вас, ну, знаете, вам надо пересмотреть свою жизнь. Хотел сказать, да иди, твою мать, прими душ. И вот мужики уже будут на тебя смотреть, может, кто-нибудь посмотрит. И она ушла, и женщине, которая направила ее ко мне, сказала, что ни хера она не видит, ничего не знает, сказала какую-то муть. Конечно, я сказала то, что тебе не понравилось. Ты не хотела это услышать. То есть я хочу сказать, что во многом иногда можно просто переделать свое сознание, и все поменяется. Есть люди, которые просто в проблемах погрязли. Вот ты садишься и смотришь, и читаешь их проблемы, их трагедии жизни. Ты понимаешь, что этим людям сам Господь Бог не поможет. Они так радостно, так смачно рассказывают о своих бедствиях, дорогие друзья. Они не пришли к тебе за избавлением, они пришли за новой жертвой. Вот как она пришла и пишет, что вот я ходила туда, мне не помогли, сюда мне не помогли, мне никто помочь не может, у меня такое проклятие страшное никто не снимает, ничего не может получиться, ничего и так далее. И ты понимаешь, она пришла к тебе, чтобы потом ходить о тебе говорить. Вот я ходила, она вот ее все хвалит, ни хрена не получилось, у меня и такое проклятие страшное, даже самая сильная ведьма не смогла снять. Они этим гордятся, они радуются, чтобы у них было пострашнее, как можно более жуткое, более страшное, невыносимые трагедии, чтобы были. И когда вот такие люди, потому что Яна меня спрашивает, я говорю, Яна, все, отказ этому человеку. Тут не о чем говорить. А трагедии, знаете, вот так читать трагедии какие. В школе ребенка обидели, значит, старший сын не может устроить свою жизнь. Все девушки хотят богатого парня, а он бедный, он стеснительный, он не может устроиться на работу. Все сейчас бабы хотят денежных парней. Вот девушка бросила, у нее денег не было, поэтому бросила. Она попросила там бриллиантовый купить. Сын не смог. Это ж такая трагедия была дома. Мы так переживали. Потом я уже 3 раза пыталась устроить свою жизнь. У меня вот последний муж был вот гастарбайтер, его депортировали. Это ж такая трагедия вот. Понимаете, я смотрю, неухоженная баба, абсолютно не смотрящая за собой. Я думаю, где там трагедия? Скажите мне, пожалуйста, где там трагедия? Ребенка обидели в школе, иди разберись. Иди собери родительское собрание, иди к директору, скажи, что это за хрень вообще. Или, в конце концов, дай ребенку самому разобраться. Знаете, нас всех обижали в школе, и наших детей обижали, и наших родителей обижали в школе. Это нормально, дети жестокие, они особенно в этом возрасте. И это не трагедия, это всего лишь твоя бесхребетность, неумение ставить на место, как положено. У меня ребенка избили, когда он был маленький еще. Меня не было дома, я, как обычно, работала, и ребенка, его же друзья закидали камнями. И у меня мама говорит, он пришел, такая была обида, такая боль у него, что вот его избили. И что, мама моя пошла им уши оторвала, после этого они боятся, обходят его стороной. Вот и вся трагедия. Решилась за 5 минут. Сказали, еще раз посмеешь подойти, я тебе ухо оторву. Ты меня понял? Да, все понял. И не смей больше подходить сюда и приходить. Они причем приходили к нам домой, играли с его игрушками. Вот такие завистливые суки. Да, есть такие, растут мрази тоже, и таких полно. Больше не смей, чтобы через порог переступить. Ты меня понял? Хорошо. Родители там повыступали. Потом я сказала, смотрите, как бы я вам голову не оторвала за это все. Все закончилось, перестали, не приставали больше, обходили стороной. Решили эту трагедию, понимаете? Сына, говорите, вот девушка бросила. Да пошла она нахер, эта девушка. Если она бросает его, потому что он не купил там чего-то, скажи, сынок, да ты радуйся, что она сейчас убралась, эта шваль, что она не оставила тебе потом, когда у тебя трудности в жизни были бы. Вот тогда была бы трагедия, когда у тебя тяжелое состояние жизни, еще и она тебя бросает. Хорошо, что сейчас она ушла, показала свою истинную рожу. Вот так пускай ходит и ищет
того, кто в 20 лет ей бриллианты подарит. Это еще не тот возраст, когда тебе Мерседесы будут дарить. Я понимаю, если ему 40 лет, у него ничего нету. Но если ему 19-20 лет, и с него требуют бриллианты. Да пошла она вон. Трагедия. Муж гастарбайтер, вот его депортировали. Прежде чем связываться с этим человеком, документы ему сделай нормально. Сделай документы, а потом это тоже не конец света. Можно пойти опротестовать, можно найти человека, в конце концов, заплатить, и это все удалят, уберут, его вернут. Это можно решить, и это решается не магией, это решается ходьбой туда-сюда, это решается мозгами своими, понимаете? Вот трагедия, когда человек сохнет на глазах, и ты видишь, что у человека реальная смерть. Ему деваться некуда. То одно, то второе, ты снимаешь это. Трагедия, когда человек просто закрыт от всего мира, когда он падает в обморок и вообще по непонятным причинам врачи не находят, в чем причина. Вот это трагедия. Трагедия, когда женщина не может никак устроить свою жизнь. Нормальная молодая женщина, у нее один мужик умирает, второй, третий. Это трагедия, это надо остановить. Трагедия, когда человек на ровном месте абсолютно создает все, у него все уходит, создает все уходит. Опять все дороги закрыты, и вот некуда приткнуться, негде найти спасение. Вот это трагедия. Вот с такими людьми работаю я. А людям, у которых вот такие вот мелкие проблемы, которые он сам может идти решать, я на это не трачу свое время. Хотя, по сути, мне бы вот на это тратить время, да, и сказать, более сложные работы, какая мне разница? Я свою плату беру, и мне без разницы, зачем мне мучиться. Но я не для этого пришла в этот мир. Чтобы спасать ваших мужиков, гастарбайтеров, возвращать, понимаете? Чтобы вас учить, как надо быть матерью, найти общий язык со своим ребенком. Чтобы, я не знаю, вечные привороты вам какие-то выдавать. Я не для этого пришла в этот мир. Я пришла для более высоких целей, наверное. Я так думаю. Так вот, дорогие друзья, если вам отказывают, примите нормально и с достоинством. Вы приходите, целый список у меня. Я буду ли счастлива? Потом самое интересное, что я не говорите одно, мне другое. Вы говорите, я там по таким-то делам. Почему вас спрашивают? Вас спрашивают, потому что уже столько раз это было, когда у нее нет ясновидения, она не может видеть, вы обманываете или нет. Поэтому она и спрашивает, если вы пришли насчет мужика приворожить, и это, то она не примет. У вас такое? Нет, мне вот по личным делам. Приходит человек, скажите, буду ли я счастлива? Счастье – это понятие абстрактное. Для кого-то счастье – это найти 50 рублей, для кого-то счастье – это владеть миром. Понимаете? Потом, я 100 раз вам сказала, я не гадалка. Я не буду сидеть смотреть, ты будешь счастлива или не будешь. Я буду смотреть твое прошлое, твое настоящее. В чем проблема? Что у тебя? Почему у тебя не получается? Из-за чего? По какой причине? И как это устранить? Понимаете, вот эти все гадалки, это как... Вот вы идете в больницу, приемный покой, вам там элементарно измеряют давление, я не знаю, пишут, может, группу крови спросят, может быть, сделают анализ, может быть. Все, вам дали эту карточку, вы идете дальше. Вот этот приемный покой, или как его там, не знаю, или где там принимают эту хрень, в общем, справки выдают, справочная. Вот это и есть гадалки, которые кидают карты, и вот что-нибудь совпадет. Вот будет какой-то король со своими хлопотами и так далее. Это одно. И когда вы поднимаетесь к специалисту, вы идете к хирургу, и он говорит, да у тебя же там какая-то опухоль, это надо удалить. Поэтому она тебя жрет, и ты не можешь нормально, полноценно жить. Поэтому у тебя боли и так далее. И тебе назначает время, идешь, ложишься, она тебя удаляет. После этого тебе больно, плохо, тяжело, лекарства пьешь. И это уходит, и ты начинаешь жить. Вот ведьма – это тот самый хирург, который видит проблему и отсекает. Понимаете? Ведьма – это не гадалки. Гадалки-шмадалки, которых 1 000 000 штук. Они есть, были, еще больше их будет.
Сейчас каждая баба, которым заняться нечем, или на пенсии сидит, или там на декретном отпуске сидит, думает, чем бы мне заняться. То есть зашла, посмотрела в Ютубе. Ой, сколько этих. Пошла Таро купила. Да это ж легко и просто. Вон, посмотрела эту технику. Это одинаково повторяет. Вы не видите? Инкубатор. Одну и ту же хрень. И все на любовь нацелены. Любовь. Любит меня, не любит. Придет, не придет. Я вам 100 раз говорила. Меня не беспокойте такой херней. Ко мне приходят люди, у которых очень страшные бедствия в жизни. А то, что вы сами можете решить, мне иногда, а почему отказали? А вы думаете, что если вы придете и оплатите мой труд, вы так удивляетесь, мол, что, дура, что ли? Я же готова тебе платить. Неужели? Зачем? Какая разница? Я же плачу тебе, не все равно, чем заняться. Нет, мне не все равно. Я беру плату за тот труд, за который я потом порадуюсь. Мне будет приятно, понимаете, видеть, что у человека все поменялось. И благодарность мне, и уважение мне, и хороший обо мне слух пошел. Но вот когда ко мне приходит некое существо, которое сидит и мне говорит, вот у меня там, вот муж был гастарбайтер, вот как-то и не занимались документами, думали, обойдется, не получилось, а вот его депортировали. Вот сына там не может найти себе невесту, потому что денег нету, они все бриллианты требуют и так далее. Я сидеть не могу и не хочу решать эти тупые, абсолютно бесполезные какие-то вопросы. Понимаете, я не хочу тратить свое время на это. Да, я берусь за людей, у которых одержимость. Я им жизнь меняю, мне это приятно. Я берусь за людей, у которых жизнь рушится. Я им жизнь меняю, мне это приятно видеть, как человек выглядел 3 месяца назад, как сейчас. Поменялась и скинула с себя 30 лет жизни. Я берусь за людей безнадежных, и мне приятно их вытаскивать. Не каждый это рискнет делать, а я делаю. На зависть всем. Сколько дерьма пытаются вылить на меня. Знаете, почему ни у кого ничего не вышло? Потому что правда за моей спиной. Потому что я права. Потому что люди реальные, которые говорят, у меня жизнь поменялась. Это реальные люди, которые в любой момент засвидетельствуют в мою пользу и скажут, да поменялось у меня все. Это действительно правда, и это действительно работает, и этот человек профессионал. И ты против этого человека ничего не сделаешь. Сколько хочешь, говори. Самые красноречивые подтверждения твоих работ – это отзывы людей. Это люди, это реальные люди, которые умирали, а сейчас живут. Вот с такими людьми я хочу работать. А люди, которые не обратили внимания на документы, из-за этого просрали своего мужика, извиняюсь, они разве стоят того, чтобы я тратила время, сидела и решала их проблемы? Когда им надо сюда, туда, они хотят магией решить. Но магия за тебя не пойдет в этот сельсовет. Магия за тебя не пойдет в это посольство. Понимаете? Вы сами должны это делать. 100 раз сказала, не звонить. С утра звонки, вечером звонки. Еще раз вас убедительно прошу, не звоните мне. У меня нету сил, особенно в эти дни. Я очень уставшая. Пока эта луна не начнет отходить, полнолуние, вот бывает очень сильное полнолуние, дни черный лилит. Вот это как раз то самое время, когда луна с черным ободком. И нас, говоря по-русски, колбасит. Очень тяжело. Мы ходим прям, держась за стены. Но при этом работаем, при этом помогаем людям дальше. И поэтому я вас убедительно прошу и объясняю, не звоните, особенно в 8 утра, 9 утра. Может, я отдыхаю. Неужели вы не понимаете, до вас не доходит? Кувалдой вас бить по башке. Не пишите под роликами, где абсолютно не касаемо ваших проблем темы. Помогите, у меня торговля не пошла, это не пошла. Сыновья не хотят работать. Догоните этих сыновей. Ведите их за руки, устройте их на работу. В чем проблема? Это мелкие проблемы, которые вы сами можете решить. Понимаете? Здесь нету такой трагедии, о которой вы хотите прямо вот любыми способами. Потом, у меня расписано, у меня на несколько месяцев вперед расписано. Я не принимаю слишком много людей в день. Максимум, что я могу принять, это 5, 6, 7. Обычно меньше. Силы нужны.
Не тяп-ляп что-то сказать, а посмотреть полностью, что у человека. Для этого силы нужны. И я не только занимаюсь тем, что смотрю людей, я еще и помогаю людям, я еще и дарю, я еще и детям, еще больным людям помогаю и прочее, понимаете? Поэтому это все нужно совместить в свою жизнь в сутках 24 часа, не 50. И поэтому еще раз вас убедительно прошу и объясняю. Да, запись у меня на несколько месяцев вперед, но бывает, что я отказываюсь. Когда мне предоставляют список людей, я сразу проверяю, кто с чем пришел. Я сразу смотрю, кому что надо. Все отсеиваю, этого не принимаю, это не принимаю, это принимаю. Начинается вопрос, почему, по какой причине. Я не собираюсь объяснять причину. Вы сами справитесь, или вам еще не время, или вы сами не знаете, чего вам надо. Все, до свидания. Хотите, озлобляйтесь, хотите, обижайтесь, это ваше право. Меня это не интересует. Я столько подарила, берите, делайте. 1000 ритуалов вам в помощь. Но вы ленивы, вы не хотите, вам хочется так вот просто. Еще раз прошу, мне некогда отвечать. Я не буду отвечать. Еще раз говорю, я не делаю привороты. Еще раз объясняю, я не лечу. Я всего лишь усиливаю организм для того, чтобы человек сам справился или нашел нужного врача. Не звонить. Пишите через Яну, ее номер телефона. Еще раз выставлю вот здесь вот. И внизу попрошу ее написать. Изучите мой канал. Если 2 дня вы видели мой канал, пришли за помощью, я вам не буду помогать. Вы должны знать, к кому вы пришли. Не надо меня равнять с этими интернетными могуйками. Не вздумайте это делать. Потому что им до меня как раком до Луны и обратно через Китай и Тяньшань. Не надо меня с ними равнять. Не любой человек, у которого есть карты, может считаться ведьмой. Всякое дерьмо, которое лезет со своими советами, будет выкинуто. Я уже сказала. Я никого не потерплю, я в чьих-то советах не нуждаюсь. Я настолько сильный человек, меня запугать чем-то или пытаться как-то меня облаять, это уже бесполезно, это уже пройденный этап. Что бы в этом мире ни случалось, меня никто ничего уже не сломит. Понимаете, я эти все ворота ада перешла и прошла. Вы не думайте, что если вы там напишите пару гадостей про меня, про мою нацию, про мой народ, я сейчас буду волосы рвать. Я вас нахер пошлю просто и все заблокирую. До свидания. Я не собираюсь терять время со всякими ублюдками. Вы о чем вообще? Я слишком занята для этого, чтобы сидеть и вам чего-либо доказывать. Мне нахрен не нужны 100 лет. Грубое, да, не нравится, до свидания. Двери закрыли и все, по бездорожью. Какая есть, такая есть. Идите туда, где вас будут облизывать, и ни хрена не помогут. Без трусов оставят, а потом придете и будете у меня плакаться. Вот, меня обманули, бедную несчастную. Все, дорогие друзья, я все сказала. Напишите, посчитает нужным Яна. То есть я ей дала определенные инструкции, каких людей принимать, каких нет. Она отказала вам, значит, я отказала. Не надо ее обзывать фашисткой и так далее. Это смешно, это идиотизм уже, полнейший маразм. Все. Напоследок скажу. Я, как доктор, берусь за страшные болезни, но не за насморк, который вы сами можете шиповником или чаем или какими-то антибиотиками вылечить. Понимаете, я не беру за какие-нибудь мелкие проблемы. Я беру очень страшные вещи, которые другие не рискнут, и вытягиваю этих людей. Вот за это мне и надо говорить спасибо, если хотите. Всем удачи.